Что такое подкастинг? Подкаст – это файл, который распространяется через специальные подкаст-сервисы и содержит ссылки на звуковые или видеофайлы. Понятие подкастинг впервые было введено блогерами, которые выкладывали вместо текстовых звуковые файлы с их заметками. Изначально подкасты создавались только в звуковом формате и использовались только на продукции Apple с помощью iTunes. Сегодня понятие подкастинга стало гораздо популярнее среди обладателей других, не только портативных устройств. Эволюция подкастинга привела к возможности распространения видеофайлов. На данный момент подкаст можно прослушать, скачав на свой компьютер или воспроизвести на подкаст-сервисах. Самыми популярными из них являются iTunes и airpod.ru. Типы подкастов. Аудиоподкаст. Аудиоподкаст – это аудиозапись материала разных направлений, от лекций и музыки до просто размышлений на определенную тему, которая интересна слушателям. Формат звуковых файлов, который чаще всего встречается, это MP3. Если вы используете подкастинг как метод продвижения вашего ресурса, то аудиоподкаст лучше сделать для свободного доступа и перед воспроизведением основного материала запускать вашу рекламу длительностью не более 20 секунд. И только после этого размещать основной материал, из-за которого пользователь и обратился к вашему подкасту. Видеоподкаст. Видеоподкаст – это один или серия видеороликов, объединенных одной темой. Сильнее всего внимание к видеоподкасту привлекает регулярное его обновление с предшествующими анонсами. Лучше всего использовать видео в формате MOV. Сконвертировать ваши видеозаписи в этот формат можно при помощи любого конвертера. Скринкаст. Скринкаст – это новое направление подкастинга. Основным его видом использования является обучение через интернет. Скринкаст – это запись действий на экране компьютера вместе с аудиокомментариями автора. Это дает возможность передавать свой опыт использования любых программ и веб-сервисов. Снимают скринкасты с помощью специальной программы, записывающей все действия, которые происходят на экране вашего компьютера. Что дает использование подкастинга? Звук и видео позволяют вам контактировать с вашими подписчиками совсем на другом уровне. Передать все эмоции и настроение с помощью видео или звука в разы проще, чем через текст. Записывать мысли в подкасты гораздо легче, чем излагать их с помощью текста. Создавая подкасты и распространяя их в своей профессиональной среде, вы станете более известными как автор и профессионал своей области. Подробнее о том, как создать подкаст и как его промотировать, мы расскажем в следующем ролике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, а также на наш подкаст на iTunes и следите за следующими видеороликами.